Добро пожаловать в Усть-Кут, Иркутская область. Население этого города порядка 40 тысяч человек. И прибыли мы сейчас на одноименную станцию под названием Усть-Кут, но это не центральный вокзал этого города. И тут даже, я бы сказал здание вокзала заброшено. И это 713-й километр БАМа. Тут вокруг сейчас деревня деревней, но тем не менее есть указатель на Северный полюс и на Мекку. Во время гражданской войны в Усть-Куте развернулись крупные бои за овладение выходом к золотым приискам Ленского бассейна. В этом же доме располагался штаб большевиков во главе с Даниилом Евдокимовичем Зверевым, памятник которому тут в городе тоже есть. Судя по всему, ранее тут был мостик. Свято-Никольский храм, который находится на месте бывшего Усть-Кутского острога. На нем же находится мемориальная табличка в честь Михаила Емельяновича Харитонова, уроженец села Турука, что в 11 километрах от Усть-Кута. В армию Харитонов пошел вместо старшего брата, который незадолго до призыва женился, и в семье ожидали рождения первенца. Участник Бородинского сражения. На службу ушел в 25 лет, служил 27. Могила Михаила Харитонова – единственное сохранившееся до наших дней захоронение солдат из Иркутской губернии, участников войны 1812 года и заграничного похода. Здесь, в Старом Усть-Куте, есть вот такой вот мемориал, который включает в себя несколько небольших памятников. И первый среди них это партизанам, погибших в боях за Усть-Кут в 1919 году. Алсиб, Аляска-Сибирь. Воздушная трасса между Аляской, США и СССР, начавшая действовать в 1942 году, являясь советской частью авиатрассы, основной задачей которой была перегонка американских самолетов, которые США поставляли в СССР по ленд-лизу. 6450 километров над тайгой, тундрой, полюсом холода, горными хребтами. Один из перегоночных маршрутов проходил через Усть-Кут. Бывали случаи, когда над городом пролетали до 200 самолетов в день. 12 июля 1943 года в окрестностях Усть-Кута разбился самолет А-20 «Бостон», летевший в Красноярск. Тела лейтенанта Иванова и сержанта Шабурова были похоронены на месте. В тот же день пропали без вести старшие лейтенанты Заломин и Максимов, тоже на Бостоне. Только в 2003 году они были обнаружены. Позднее 4 летчика были перезахоронены, а 3 сентября 2018 года открыт данный мемориал. Ну и памятникам тружеников тыла, потому что по очевидным причинам Усть-Кут тогда был глубоким-глубоким тылом. Но война так или иначе пришла и сюда, в том плане, что нужно помогать фронту, и многие ушли на фронт. И здесь тоже есть свои имена. Яков Никифорович Марков, уроженец села Марково Усть-Кутского района, участник Великой Отечественной войны, дошел до Венгрии, награжден медалью за боевые заслуги. До войны был учителем, а после зав. Отделом культуры секретарем Усть-Кутского райисполкома. На памятнике есть странность по поводу даты смерти. Тут указан 1948 год, но в книге «Юность моя комсомол», выпущенной отделом культуры администрации Усть-Кутского муниципального образования, указан 1950. В комментариях подскажите, где правда. Лицей даже. А на Яндекс.Картах вот это здание подписано как городской суд. Но что это за городской суд и какая его история, для меня лично не ясна. Если напишите, поделитесь в комментариях, это будет очень хорошо. Да, достаточно заброшенное здание. Ни крыши. Кое-где даже межэтажных перекрытий нет.
Но центральная лестница, к примеру, есть. Хотя выглядит все это дело крайне аварийно. Ну а тут уже ничего нет. Я имею в виду перекрытие, хотя тут стены такие, трещины. Да. Вот недалеко от церкви. Здесь уже река видна. А такой вот памятник. Вот этот разрушенный мостик уже поближе. Но нам туда топать. Мы вот уже сколько гуляем, а я все не сказал, что из себя представляет Усть-Кут. Усть-Кут – это город Иркутской области и по совместительству является одним из первых русских поселений в Восточной Сибири. Основан как Усть-Кутский острог в 1631 году. Церковь на месте, которой находится вот выше, которую мы видели ранее, долгое время являлся местом политической ссылки. В 1954 году преобразован в город, а до этого был селом, рабочим поселком. Самым известным ссыльным здесь был, конечно же, Лев Давыдович Троцкий. Это российский революционер, участник российского и международного социалистического и коммунистического движения, советский партийный, государственный и военно-политический деятель, основатель и идеолог троцкизма, что является одним из течением марксизма. Ну и самое главное, почему Усть-Кут-то назван Усть-Кутом? Потому что находится в месте впадения реки Кута в реку Лена. Река же Кута, вот она, с савенкийского переводится как низкое заболоченное место, трясина. И можем эту трясину попробовать сейчас. Нет, не можем, нужно снять рюкзак. Рюкзак снят, теперь точно можно попробовать. Свеженькая ожидаемо, но не ледяная. А вон там вот, с той стороны, находится остров Домашний, который находится четко в месте впадения реки Кута в реку Лена. Река Лена у нас видна там. Вот церковь. И на картах указаны 3 небольших памятника. Круг был сделан, чтобы найти вот эту вот заросшую тропу. Настоящий лес. Когда Усть-Кут был посещен, то этот сквер встретил буйными зарослями. Среди этих зарослей был найден памятник расстрелянным в 1919 году землякам, то есть усть-кутянам, партизанам. Памятник красным партизанам-разведчикам Чайкину и Гуту, которые были расстреляны белогвардейцами в 1918. Еще тогда же на карте было указано, что тут должна быть могила первого жителя Усть-Кутского острога, но тогда она не была найдена. Тем не менее, 3 октября того же года появилась статья о том, что сквер привели в порядок. И там же мы можем увидеть этот памятник. Сам этот памятник стал достопримечательностью в 2001 году. Тогда река размыла в береговом склоне захоронение 17 века, останки из которого торжественно перенесли сюда. И хоть тут такие страшные заросли, но тем не менее синяя оградка здесь имеется. Весьма любопытный мост на остров Домашний. Ограда как бы есть, но в некоторых местах ее как бы нет. Местечко популярное, похоже. Очередная машина, на этот раз с музыкой. Там вон тоже машина. И туда дорога. Какие-то странные... Что это вообще такое летает? Это какая-то очень странная машкара. Она вот берет, взлетает,
и потом в свободном падении падает. Падает, снова взлетает. Впервые вижу. Ну и, собственно, музычка. И где спрашиваются, где же вы, девчонки? Доброе утро. И я скажу, конечно, да, открываешь палатку, тут такой видок на вот эти вот небольшие сопки, за которые зацепились облака. Почти Сочи, я скажу, почти Кавказские горы. Или там Абхазия. Ну, вы поняли. А так-то вообще ночка была интересная. Во-первых, палатка поставлена была на как раз-таки на острове Домашний, который оказался на поверку, наверное, вот таким достаточно общественным местом. То есть там машина была, шашлычок там. Просто приехали посмотреть на берег, музыку послушать и так далее. Вот, это, конечно, вызывало некие беспокойства. Но чем ближе к 11, а если что, в 10:30 еще было достаточно светло, ближе к 11 уже все разъехались. Ну, палатка поставлена спать. Ладно, тут как бы только уже в сон, и тут кап-кап-кап-кап-кап, начался дождь. Блин, что ж делать? Палатка вроде выдержит, но как бы хотелось бы дополнительной защиты. Вот как-то оберточный такой полиэтилен, оберточная пленка. Там 4 на 5 метров, что ли, или что-то такое. Собственно, сверху на палатку уложено, благо тут есть какие-то камни, кирпичи, зафиксировано. Хорошо, ладно, дождь идет, все, защита есть, отлично. Только опять засыпать. Тут какая-то собака, одинокая собака, посреди ночи, посреди дождя прибежала и начала гавкать. Чё? Ну, гавкает. Ну что, палатку открыл на нее. Ну, что, пару раз погавкала и убежала в итоге. Вот. Ну а так, конечно, симпатично с этими облаками, с этим туманом, который зацепился за сопки, безусловно. Но надо собираться и идти дальше, в центр. Единственное, утреннюю тишину и ночную тишину, да и в принципе тишину, нарушает постоянно работающий дизель, звук которого так и стелется по реке. Но, впрочем, это небольшая проблема. По этим лужам, я думаю, отчетливо видно, какой был дождь. И что палатка с полиэтиленом сверху отлично все это выдержала. Итак, прибыли мы уже ближе к центру города, даже чуть-чуточку севернее, в микрорайон Речники Первые. И тут у нас встречает Дом культуры Речники, который фактически является центральной площадкой для концертов и всего такого. Да и в принципе, там в Старом Усть-Куте был частный сектор, а здесь вот пятиэтажки. Тут же недалеко от Дома культуры находится памятник Владимиру Ильичу Ленину. Владимир Ильич, думаю, в особом представлении не нуждается, а вот памятник интересен тем, что он был установлен в 2005 году, на секундочку. Но не совсем так. Вообще изначально его подготовили, собирались установить в 1987 году, взамен старого гипсового, который простоял 30 лет и разрушился. Но 87 год, сами понимаете, времена такие бурные, перестройка, не до Ленина. И он отправился куда-то там на задворке местного какого-то Дома культуры, в общем, да, куда-то на задворке. И вот про него вспомнили, поставили в 2005 году этот памятник. Владимир Ильич Ленин стоит на территории какого-то прекрасно убранного небольшого сквера, парка.
парк военной и трудовой славы. И здесь такие вот есть информационные стенды, из которых можно почерпнуть всякую информацию по истории города. То есть там про археологию, про основание Острога, про БАМ, естественно, про предприятия и не только. Вот, к примеру, на одном из них вот четко было указано и показано, написано, что, к примеру, в 1639 году небезызвестный Ерофей Павлович Хабаров, тот самый, в честь которого назван город Хабаровск, основал здесь первую пашню, которая была, в принципе, первой пашней в Ангаро-Илимско-Ленском бассейне. А еще он здесь основал первую солеварницу. И это была первая солеварница в Восточной Сибири. И да, здесь в Усть-Куте, прям в западном районе, даже поселок курортный есть. Есть курорт, где принимают лечебные ванны с солью и сейчас. Памятник десантникам и, пожалуй, самая известная фраза отца воздушно-десантных войск Василия Маргелова. «Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай». Еще занимательно то, что обычно там где-нибудь, да хоть любой крупный город, да, у реки, то там какая-нибудь набережная, там камень, бетон, гранит. А тут все просто. Обычное дерево. Храм в честь Спаса нерукотворного образа. Начали строить его в 2006 году, но то строительство останавливалось, потом возобновлялось, потом горела крыша. Ну, в общем, вот такой вот храм. Выглядит он, конечно, ну, достаточно скромненько. Назван в честь другого храма, который был в Старом Усть-Куте, который то ли был разрушен, то ли сгорел в 30-е годы. Вот так. 1989 год. А до этого только на лодке, только переправа, а зимой, возможно, еще автозимник. Да, безусловно, без этого моста через реку Лена было бы сложно. С учетом того, что это единственный мост в округе автомобильный. Ну, еще железнодорожный. Там есть, севернее, но это железнодорожный. А тут автомобильный, пешеходный. И вид на саму реку и на порт. Сквер. Тут ремонт происходит. Там, в Старом Усть-Куте, мы видели дом, который был штабом Северо-Восточного партизанского фронта. И там я упоминал про товарища Зверева. А здесь за мной находится памятник Звереву. Сам же Зверев Данил Евдокимович был участником Первой мировой войны, Гражданской войны, был главнокомандующим партизанского Северо-Восточного фронта. Памятник этот установлен был 16 ноября 1969 года, когда в честь 50-летия установления, восстановления советской власти здесь, в Приленье. Во время Гражданской войны в 19 году здесь, в принципе, проходили достаточно жесткие бои, потому что это был коммуникационный узел, и еще здесь были выходы все-таки к золотым приискам. И именно товарищ Зверев был тем, кто освобождал это поселение, тогда еще село, от колчаковцев в 1919 году. Судьба у него кончилась, как и у многих старых большевиков. В 1937 году попал под Ежовщину и умер где-то в тюрьме в 41-м, точнее говоря, не в тюрьме, а даже в Колымском лагере. Дождь, конечно, вскрыл такую проблему, как грязь. Вот иду по тротуару, по центральной улице, а грязь то и дело, что приходится всячески пытаться обходить. Вот, пожалуйста, касательно грязи. Ужас просто.
Просто ужас. Еще Усть-Кут называют городом одной улицы. То есть вдоль всего города идет одна большая 30-километровая длинная улица, которая является главной ее артерией. Дети, цветы, жизни. Такое вот здоровенное здание речного вокзала Осетрова. А недалеко в той стороне находится еще и речной порт Осетрова, который в свои времена был крупнейшим речным портом в Советском Союзе и уже позже в России. В 70-х, 80-х годах обеспечивал северный завоз. В частности, в северные регионы Иркутской области, в Якутию и в прибрежные районы, арктические районы от Хатанги до Колымы. Работает связки железной дороги. Осетрова же он называется, потому что ранее тут был поселок Осетрова, который позднее вошел в Усть-Кут. Верстовой столб, миру мир и Усть-Кутский исторический музей. Река Лена. Производная русифицированная от венкийского, что означает большая река. Это самая крупная река России, бассейн которой полностью находится в пределах страны. А также это крупнейшая река в мире, которая полностью течет в районе вечной мерзлоты. Усть-Кут был важным населенным пунктом, так как он был конечной точкой так называемого Ленского Волока, который соединял между собой бассейны рек Илим и Лена. По Волоку суда из одного водоема перевозились на другой на бревнах. И отсюда пошло слово Волок. Да, разбито тут, конечно, все. Печаль, печаль. Но я бы не стал купаться однозначно. Мемориал «Родина-Мать» открыт в канун 30-летия со дня побед в Великой Отечественной войне. В годы войны более 3000 жителей Усть-Кута ушли на фронт. 1027 из них не вернулись с войны. За участие в сражениях 4 жителя Усть-Кута получили звание Героя Советского Союза. И вот здесь же такой небольшой памятник. И тут имена как раз таки 4 героев Советского Союза. Помимо этого героя Отечественной войны 12 года, полных кавалеров Ордена Славы и героя России. И тут же рядом памятник участникам Первой мировой войны. Открыт он 11 сентября 2014 года. И на обелиске напечатаны имена 22 местных жителей, которые уходили на фронт с периода 1914 по 1918 годы. Здесь, на Привокзальной площади, находится памятник Ивану Алексеевичу Галкину, который считается основателем города Усть-Кут. Установлен памятник в 2011 году в честь 380-летия города. Именно он в далеком 1631 году русский землепроходец, енисейский казак, здесь основал острог. Правда, в 26 году или в 29 году или в 28 году, там есть разночтения,
Другой же казак, Василий Ермолаевич Бугор, основал здесь зимовье. Но то было только зимой. Станция Лена. Открыта была в 1958 году, когда строили железнодорожную линию от Тайшета до Усть-Кута. Но первый поезд пришел еще в 1951 году. В 1974 была объявлена стартовой точкой для всесоюзной комсомольской стройки. Да, нас тут прервали чуть-чуть. Так это, в 1974 году стала отправной точкой для всесоюзной ударной комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали. На стройках 70-х, 80-х годов на БАМе, да, было так заведено, что за определенные станции, поселки, иногда даже города отвечали какие-нибудь союзные республики или субъекты РСФСР. Так за Усть-Кут, за станцию Лену отвечали Ставропольский край и Краснодарский край РСФСР. Ну, даже вот чуть ранее на доме видели их надписи, герб Ставрополья и Кубань Усть-Куту. Относится к Восточно-Сибирской железной дороге, электрифицированной 25 киловольтами. До 1996 года была станцией стыковки с Байкало-Амурской железной дорогой БАЖД. Но БАЖД расформировали и Северобайкальское отделение отдали Восточно-Сибирской железной дороге. Станция же 720 километр БАМ. Вот вокзал Лена. И в итоге любопытная путаница получается. Город называется Усть-Кут. Речной порт и вокзал Осетрова. А станция главная Лена. Никакой стандартизации. Все разное. Но потому что так исторически сложилось. Усть-Кут потому что Усть-Кут, потому что устье реки Куты. Осетрова потому что был рабочий поселок, как я говорил ранее. А Лена потому что станция находится у реки Лена. Что ж, вот здесь и заканчивается посещение мною Усть-Кута. Я скажу так. Дождь, большой дождь, скрыл главный, не знаю, недостаток этого города. Мне, как человек, который тут пробовал суммарно одни сутки, это грязь. Даже на центральной, самой главной улице. Страшная грязь, через которую не пройти, не проехать. Меня, возможно, местные жители раскритикуют, скажут, что я не прав. Но я говорю просто то, что видел. А так, в свое время, конечно, исторически этот город сыграл важную роль, что в покорении Сибири, что, конечно же, в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ну, а мне пора дальше.